Всем привет, меня зовут Елена, это канал Вяжу с удовольствием. Сегодня я хочу поделиться с вами, как можно связать вот такой вот трикотажный шнурочек без использования каких-либо мудреных приспособлений, которые продаются в рукодельных магазинах на Алиэкспресс. И довольно прилично они стоят. И уровень, который здесь понадобится для вязания этого шнурка, это нулевой уровень. То есть здесь абсолютно справится любой человек, даже тот, кто никогда ничего не вязал. И абсолютно бесплатно вы сделаете это приспособление. Все дома у вас уже для этого есть. Вам понадобится втулка от туалетной бумаги, 4 какие-нибудь палочки, у меня это зубочистки, можно использовать спички, все что угодно. И бумажный скотч, можно обычный скотч, но мне кажется, обычный будет немного проскальзывать, а бумажный, мне кажется, как-то понадежнее крепится. 4 зубочистки крепим вот таким образом. Приматываем поплотнее скотчем 3 слоями где-нибудь примерно. И палочки не должны быть слишком высокие, торчащие, которые у нас как кончики, нужно немножечко подстричь, если они у вас получились длинные. Еще нам понадобится вязальный крючок. Ну, это просто для удобства. Раньше, когда я в школе использовала этот метод, и мы вязали на катушечках деревянных от ниток, мы пользовались просто обычной иголочкой. Ну, просто там были тонкие нитки, и поэтому иголкой было очень удобно это делать. Крючком бы там было не справиться. И, конечно же, ножницы и пряжа. Чем хорош этот метод? То, что именно вот это вот приспособление, то, что на нем можно вязать из толстой пряжи. Вот. Итак, приступим. В конце видео я вам расскажу свои идеи, куда можно использовать такие шнурочки. Вот. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. Начинаем первый ряд. Кончик мы сначала вставляем. Кончик можно побольше оставлять, потому что потом там, может быть, в конце вы захотите что-то прицепить, поэтому оставляйте. Так, вот, сначала мы заводим за первый штырек, обматываем второй противоположный штырек, потом третий штырек обматываем, вот так наоборот, и четвертый штырек обматываем. Получается вот такая вот звездочка. Еще раз покажу. Так, так, потом так, потом вот так, так. Все, первый ряд готов. Ну, кстати, самый сложный. И приступаем к вывязыванию дальше нашего шнурочка. Первую петельку берем. Вот она здесь, она как бы никак не закреплена, поэтому нужно постараться ее подхватить. И лучше всего, конечно, снизу. Вот первый ряд это вообще неудобно. Нужно постараться. Так, особенно на камеру это неудобно делать. Так, в общем, первую петельку мы таким образом провязываем. Дальше поворачиваем наш станочек и снова делаем то же самое. Провязываем. И снова то же самое. Придерживаем вот в этом месте желательно пальцем, чтобы ниточка не сваливалась. И эта вся конструкция тоже. Вот так вот пальчиком придерживаем, подхватываем ниточку, петельку вернее, и вот так ее протягиваем. Дальше будет легче, гораздо быстрее пойдет все дело. Так, вот теперь следующее уже тут у нас закрепилась эта петелька, с которой мы начинали, и можно вязать дальше. Держим и протягиваем.
Вот тут что-то у меня еще нитка расслоилась почему-то. Ладно. Так. Так. И вяжем дальше. Так поворачиваем, обматываем каждый штыречек поочередно ниточкой, вернее, кладем ее так сверху и вот так провязываем. Провязываем. Поворачиваем и провязываем. Провязываем. И так вяжем все время. До тех пор, пока не наберется та длина шнурка, которая нам нужна. Сейчас я немножечко повяжу и покажу, что должно получиться, когда тут уже достаточно так прибавилось. Вот так это выглядит внутри станочка. Хвостик лучше всего убрать сейчас внутрь, потому что мы потом за этот хвостик будем протягивать. Будем помогать вытаскивать то, что получается. Так, вот так тянем, там вот здесь сужается, и там получается так хвостик уже есть, уже связали. Ну все, я уже связала вот такую вот ленточку. Сейчас я покажу, как закреплять, чтобы закрепить нужно либо отрезать ниточку, либо она у меня просто вот закончилась. И теперь также точно сначала мы накидываем петельку на нитку, перекидываем через штырек и ниточку полностью, вот этот остаток, который у нас здесь, вытаскиваем. Петелька на ниточке. Дальше то же самое, снова на штырек накидываем, перекидываем петельку через нитку и штырек и вытаскиваем нитку. Вторая петелька у нас. Снова теперь третью петельку. Также точно. Перекидываем ниточку, вытягиваем, третья петелька и последняя, то же самое. Так, перекидываем и вытягиваем. Так, все у нас, станочек убираем. Здесь затягиваем все это дело. И берем еще все петли, вот так подхватываем, чтобы они все смотрели в одну сторону. И делаем еще одну петельку и вытаскиваем ниточку. Все, у нас получился шнурок. Вот эти хвостики прячем, если они нам не нужны, следующим образом. Вот так вот крючком залезаем вовнутрь, подцепляем ниточку и ее туда внутрь продергиваем. Так, расправляем. И можно отстричь. Со вторым кончиком делаем то же самое. Все, получились вот такие аккуратненькие кончики. Итак, куда же мы будем использовать эти шнурочки? Самая примитивная идея — это взять какую-то красивую, прекрасивую пряжу, блестящую, там еще какую-то, с бусинками, и связать пояс для чего-нибудь, если это нужно. Вторая примитивная идея — это может быть началом какого-то процесса вашего, как место наборного ряда, либо какая-то отделка горловины, пришить после того, как вы связали уже все. Потом тоже примитив, конечно, сделать, например,
3 полоски, да, вот у меня сейчас 3 полоски есть, и сплести косичку. Заплетаем косичку. Например, если это толстые нитки очень, то косичка будет довольно широкая. Если нитки не очень толстые, как у меня, можно связать таких 6 полосок, 2 косички сшить вместе, получится отличная повязка на голову. Очень интересная. Если больше полосок, то что-то другое получается. Можно шарфик сделать, например, такой. Или снуд. Вот. Это прекрасная идея для утилизации остатков пряжи, потому что иногда бывает ни то, ни сё, не знаешь, куда девать. Вот, отлично подойдет. Так, вот такой вариант. Еще можно из этих шнурочков сделать различные колье с использованием бусин, там всякой фурнитуры. Ну, в общем, много идей в интернете я видела насчет вязаных колье, но там в основном шнуры всякие вязаные крючком там, а здесь вот такой шнур я вам предлагаю. Еще одна идея, она очень созвучна с тем, как вязать коврики, кругляшки из тряпок при помощи крючка. То же самое и здесь. Вот мы такую штучку делаем, получаем такой кругляшок, продолжаем, например, дальше другой уже пряжей. Так, немножко еще тут продолжаем и делаем, например, петельку. Вот так. Может быть, даже и не делаем эту петельку. На оборотной стороне или на этой стороне, потому что без разницы, в принципе, здесь какая сторона, сшиваем вот так вот, каждую эту полосочку друг к другу пришиваем. Получается у нас либо прихватка, либо подставка под горячее, либо кругляшок на табуретку, например. В общем, что-то такое. Если какая-то плотная пряжа, то, может быть, это даже будет сумка. Вот такие сумочки в интернете тоже есть. Например, если связать такой шнурок из джутовой пряжи, то получится такая плотная сумка. Также точно вот скрепить здесь все это ниточками. Потом еще, если посадить на подкладку, то вообще шикарно будет. Я думаю, что даже можно и шапку сделать, и берет. В общем, пофантазируйте. Я думаю, что у вас все получится. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена. Буду вам благодарна за подписку, за ваши комментарии. Они помогают продвигать мои видео. С этим сейчас большие проблемы. Просмотров очень мало. Ну и все. Всем пока-пока. Будем творить вместе.